Рассвет апреля 2026 года ознаменовал историческую главу для BTS, когда они приземлились в Тампе, штат Флорида, для продолжения своего масштабного мирового турне. Влажный атлантический воздух был пропитан электрическим ожиданием, которое нарастало в течение нескольких месяцев с момента первого анонса тура. Тысячи фанатов, известных как ARMY, собрались в аэропорту, превратив терминал в море фиолетовых огней и искренних баннеров. Это не был просто приезд, это было возвращение королей поп-музыки, готовящихся снова покорить американские стадионы. Масштаб толпы стал свидетельством их неприходящего наследия, доказывая, что их глобальное влияние за эти годы стало только сильнее. Меры безопасности были усилены до беспрецедентного уровня, когда изящный частный самолет вырулил к ангару, а его серебристые крылья засияли под ярким солнцем Флориды. Вертолеты новостных служб кружили над головой, транслируя в прямом эфире кадры для миллионов зрителей по всему миру, которые прильнули к экранам. Когда дверь кабины наконец с шипением открылась, над толпой воцарилась внезапная тишина, за которой последовал рев настолько оглушительный, что, казалось, содрогнулся сам фундамент аэропорта. Участники появлялись один за другим, каждый излучал уникальное сочетание высокой моды и расслабленного стиля для путешествий. Они двигались с грацией, присущей тем, кто годами находится в центре внимания, отвечая камерам тонкими, знающими улыбками. RM возглавлял группу со своей характерной невозмутимостью, его присутствие мгновенно вызывало уважение и восхищение у всех окружающих. Рядом с ним Джин игриво махал рукой, его очарование всемирного красавчика оставалось неизменным, несмотря на долгие часы, проведенные в воздухе. Шуга следовал за ними с невозмутимым видом, хотя легкий изгиб его губ выдавал искреннее волнение от возвращения на американскую землю. Джей Хоуп был буквально лучиком солнца, его яркая энергия прорезала влажность, когда он слегка пританцовывал в невидимом ритме. Чимин и Ви шли вплотную друг к другу, их стильные наряды задавали новые тренды в реальном времени, пока фотографы пытались запечатлеть каждую деталь. Чингук шел последним, выглядя как истинный золотой макне, с аурой сосредоточенности и юношеского задора. Атмосфера достигла апогея, когда участники дошли до назначенного перехода, где барьер между идолами и фанатами казался тоньше, чем когда-либо. Внезапно, вместо того, чтобы направиться прямиком к колонне черных внедорожников, участники остановились как вкопанные и переглянулись. Между ними промелькнуло молчаливое общение, в глазах появился озорной блеск, сигнализирующий о том, что должно произойти нечто особенное. К шоку службы безопасности и восторгу толпы, группа начала двигаться к фанатам, а не от них. Профессиональное самообладание персонала аэропорта на мгновение пошатнулось, когда они поняли, что BTS собираются нарушить стандартный протокол прибытия. Это был момент, когда энергия превратилась из рутинного появления знаменитости в незабываемое историческое событие. Без единого слова предупреждения участники разразились синхронным импровизированным акапельным исполнением своего последнего хита, их голосы гармонировали идеально. Выступление «Сюрприз» было настолько неожиданным, что на несколько секунд фанаты онемели от шока, просто застыв в неверии. Ви взял на себя инициативу с душевным хриплым вокалом, который эхом разнесся по терминалу, а Чингук добавил непринужденные адлибы, звучавшие лучше студийной записи. Они не просто пели, они выступали с такой искренностью, что огромный аэропорт превратился в частный андеграундный клуб. Это был подарок фанатам, которые часами ждали на жаре, жест благодарности, на который способны только BTS. Момент был запечатлен на тысячи смартфонов, мгновенно став вирусным и обрушив серверность сетей. Когда песня закончилась, Чимин достал из сумки камеру Polaroid и начал фотографировать толпу, обещая сохранить эти воспоминания навсегда. Чтобы не отставать, Джин начал раздавать небольшие карточки с автографами, которые он, судя по всему, подготовил во время полета специально для этого приезда. Шуга, обычно самый сдержанный, взял телефон одного из фанатов и сделал быстрое селфи, оставив счастливую ARMY в состоянии полного эмоционального потрясения. Джей Хоуп запустил массовую «волну» через толпу, его смех разносился повсюду, когда тысячи людей двигались в идеальной синхронности с его руками. Они нарушали все правила дистанции со знаменитостью, предпочитая погрузиться в любовь своих сторонников. Такой уровень взаимодействия был неслыханным для группы их масштаба, что сделало приезд в Тампу легендарным. Хаос был прекрасен, вихрь фиолетовых сердец, слезы радости и ритмичное скандирование имен участников, отдающиеся эхом, словно сердцебиение. BTS, казалось, не спешили уходить, задерживаясь, чтобы встретиться взглядом с как можно большим количеством людей в первых рядах. RM подошел к мегафону, предоставленному сотрудникам штаба, и поблагодарил город Тампу за такой теплый прием.
Он говорил о том, как сильно они скучали по энергии американской публики и как этот тур станет их самым амбициозным проектом. Его слова были встречены новой волной криков, которая, казалось, пронеслась через весь город. Каждый участник выглядел искренне тронутым таким количеством людей, доказывая, что, несмотря на мировую славу, они никогда не принимали преданность фанатов как должное. Когда солнце начало садиться, отбрасывая золотистый оттенок на взлетную полосу, участники наконец направились к ожидающим машинам. Даже тогда они остановились, чтобы глубоко поклониться, знак уважения, который остается основной частью их идентичности с момента дебюта. Внедорожники вскоре были окружены профессиональным кортежем, но окна оставались опущенными, когда они отъезжали от терминала. Руки махали из темных стекол, а фанаты бежали за машинами так далеко, как позволяли линии охраны, крича во все горла. Это была сцена чистой, неподдельной страсти, подчеркивающая уникальную связь между BTS и ARMY. Путешествие по Америке официально началось, и планка была поднята на невероятную высоту этим первым актом. Эффект захвата аэропорта Тампы был мгновенно ощутим во всех новостных выпусках. Дикторы с трудом подбирали слова, чтобы описать уровень BTS-мании, охвативший штат. Музыкальные критики отметили, что решение группы выступить в аэропорту стало революционным шагом в общении с фанатами и связях с общественностью. Это был не просто маркетинг, это была демонстрация автономии группы и их желания оставаться на связи со своими корнями. Социальные сети были завалены видео акапельного выступления в высоком качестве, а тег BTS в Тампе возглавил мировые тренды. Даже местные жители, не являющиеся фанатами, были заворожены этим зрелищем и позитивной энергией, которую группа принесла в город. Тампа никогда не видела ничего подобного, и волнение перед концертами достигло точки кипения. За кулисами участники уже обсуждали сет-лист первого шоу, подпитываемые адреналином от встречи в аэропорту. Они переехали в свой отель с усиленной охраной, который также был окружен фанатами, надеющимися мельком увидеть своих идолов в окнах. Несмотря на усталость от международного перелета, группа провела вечер, следя за реакцией фанатов в сети, смеясь над мемами и умиляясь трибьютом. Они понимали, что американская часть мирового турне 2026 года – это не просто серия концертов, а культурный феномен. Каждый город, который они посещали, теперь ожидал приема как в Тампе, что заставляло группу продолжать удивлять. Но для BTS преподносить неожиданное было естественным делом, и они были готовы выложиться на полную. На следующее утро местные газеты вышли с фотографиями группы в аэропорту на первых полосах, называя их «7 чудесами музыкального мира». Розничные магазины в Тампе сообщили о массовом всплеске продаж фиолетовой одежды и мерча BTS, так как весь город, казалось, окрасился в цвета группы. Экономический эффект от их приезда оценивался в десятки миллионов долларов, что значительно поддержало местный бизнес и туризм. Даже мэр Тампы опубликовал шутливый приветственный твит, признав, что город официально стал боурхофицированным. Было ясно, что BTS не просто посещают город, они занимают его сердце и душу, оставляя неизгладимое впечатление на долгое время. Импульс был неоспорим, и остальной мир затаил дыхание в ожидании того, что будет дальше. Когда на стадионе начались репетиции, звуки их инструментов были слышны за несколько кварталов, притягивая толпы фанатов к ограждениям. Участники тренировались с уровнем точности, граничащим со сверхчеловеческим, оттачивая каждый переход и вокальную партию для премьеры. Они участвовали в каждом аспекте постановки, от цветовых сценариев до пиротехники, гарантируя, что шоу станет шедевром для всех органов чувств. В перерывах между сетами они делились едой и историями, их братство было так же крепко, как и 10 лет назад. Это единство было секретом их успеха, связь, которая позволяла им вместе справляться с давлением глобальной суперславы. Они больше не были просто идолами, они были семьей, которая пригласила весь мир присоединиться к ним. Подготовка к туру заняла более года тщательного планирования с участием сотен профессионалов, путешествующих с группой. Ходили слухи, что в дизайне сцены используются передовые голографические технологии и интерактивные элементы, которые сократят разрыв между сценой и дальними рядами. BTS хотели, чтобы каждый человек в аудитории чувствовал себя увиденным и услышанным, независимо от того, где он сидит на огромном стадионе. Эта философия инклюзивности выделяла их среди других мировых звезд, создавая сообщество, построенное на взаимном уважении и любви. Когда оборудование было выгружено и сцена начала обретать форму, масштаб мирового турне 2026 года стал физической реальностью. Это был памятник их упорному труду и непоколебимой поддержке их глобальной фан-базы. Волнение в воздухе было ощутимым, когда обратный отсчет до первого шоу в Тампе перешел на последние часы.
Фанаты со всего мира слетелись во Флориду, создав разнообразную международную деревню ARMY, которые делились историями о том, как BTS изменили их жизни. Они обменивались браслетами ручной работы, делились едой и репетировали фанатские кричалки на парковках, создавая атмосферу фестиваля. Приезд в аэропорт стал искрой, зажегшей этот огонь, и теперь весь штат пылал ожиданием главного события. Это был праздник музыки, культуры и силы человеческой связи, которая преодолевала языковые барьеры и границы. BTS в очередной раз доказали, что они являются идеальным мостом между разными мирами и людьми. Когда участники замерли в тишине за кулисами перед первым концертом, они вспомнили хаос и красоту аэропорта Тампы. То спонтанное выступление напомнило им, почему они делают то, что делают, ради улыбок, слез и общих моментов магии. Они знали, что впереди изнурительный путь с концертами один за другим и бесконечными перелетами, но они были готовы принять его. Рев стадиона начал просачиваться сквозь стены, громоподобный звук, возвещающий о начале новой эры. После финального группового объятия и слов поддержки они шагнули к свету софитов, готовые снова творить историю. Мировое турне 2026 года больше не было планом, оно стало живым свидетельством их легендарного статуса. Весь мир наблюдал, как зазвучали первые ноты концерта, давая старт путешествию по американскому континенту. От Тампы до Лос-Анджелеса эффект BTS оставит за собой след вдохновения и радости, доказывая их вневременную актуальность. Сюрприз в аэропорту оставался главной темой для обсуждения, напоминая, что с BTS-фанатом всегда стоит ожидать неожиданного. Выступая под звездами, участники смотрели на море фиолетовых огней и понимали, что они именно там, где должны быть. Это была их история, их музыка и их момент, разделенный с миллионами тех, кто идет рядом. Мировому турне 2026 года было суждено стать их величайшим шедевром, и все началось с того самого сюрприза в Тампе.